Прошу внимания, махач пикселей! Всем привет, с вами Трейд. Огромные существа частенько становятся участниками различных фантастических фильмов. За ними интересно наблюдать, особенно когда эти громилы вступают между собой в битвы. В кинолентах Marvel подобных сцен предостаточно, и в этом ролике я предлагаю взглянуть на лучшие из них. Поехали! Это все, что ты можешь? Самый популярный гигант вселенной Marvel — это Халк, с участием которого снято множество фильмов, поэтому неудивительно, что именно он является действующим лицом большинства драк Громил. Начнем с фильма киновселенной Marvel «Невероятный Халк». В этой версии Брюс Беннер ненавидел свою вторую личность и на протяжении всего сюжета пытался от нее избавиться. Однако другие видели в Халке возможность изготовления аналогичных гамма-мутантов для использования в своих целях. Таким образом, Эмиль Блонский, одержимый уничтожением Беннера, подверг свое тело нескольким экспериментам, что привело к появлению нового чудовищного монстра по прозвищу Мерзость. Он ставил перед собой единственную цель – убить Халка, поэтому в скором времени Брюсу вновь пришлось разбудить свою вторую личность, чтобы успокоить злодея. Без сомнений, это было потрясающее и весьма интригующее зрелище, ведь здесь столкнулись противоборствующие стороны, примерно равные по силам и способностям. Ты недостоин обладать этой силой. Ей пришел конец. Хоть Мерзость и казался в первое время мощнее, в конечном итоге он потерпел сокрушительное поражение. Тем самым Халк доказал, что именно он является сильнейшим земным существом. Я нечаянно. Как мы знаем, Халк не всегда принимает добрую сторону, потому что им очень легко манипулировать. Именно это и сделала Алая Ведьма в фильме «Мстители. Эра Альтрона». Находясь под чарами Ванды, Брюс Беннер превратился в Халка и отправился в город крушить все вокруг. В таких безвыходных ситуациях нужен персонаж, который сможет дать отпор зеленому гиганту. В данном случае им стал Железный Человек. Специально для предотвращения угрозы Халка Тони Старк изобрел уникальную броню Халкбастер. Так как в тот момент никто из героев не мог обезвредить Беннера, Железному Человеку пришлось справляться в одиночку. Но после эпичного появления Халкбастера началось то самое сражение, ради которого как минимум и стоит смотреть Эру Альтрона. Ладно. Удар в спину? Низко, Беннер. Как бы Халк ни старался разбить броню, любые ее части были заменяемыми и прилетали в случае повреждений. Технологии Старка действительно брали верх до тех пор, пока Халк не разозлился еще сильнее. Тогда взбесившийся монстр беспощадно наносил удары по Халкбастеру, выводя его из строя. Это у него отлично получалось, пока Старк не решил сбросить громилу на строящееся здание. Придется купить этот домик. Только после такого падения Халк наконец-то опомнился, но было уже поздно. Так что будем считать победителем Железного Человека.
В следующий раз Халк появился в фильме «Тор. Рагнарёк», где получил почти главную роль и отметился большим количеством крутых сцен. Одна из самых запоминающихся драк состоялась в финале картины, когда отряд Отомстителей прибыл сражаться с Хелой и ее слугами. В числе подручных был Фенрир, гигантский волк, сопротивление которому мог оказать лишь подобный ему гигант. Поэтому Брюс Беннер понял, что только он способен спасти асгардцев от надвигающейся угрозы, и рискуя навсегда потерять свою собственную личность, он все же принял решение в очередной раз превратиться в Халка. Монстры столкнулись в битве на Радужном мосту, а потом перешли в воду и продолжили драться под прекрасную музыку. Это сражение было недолгим, ведь вскоре Фенрир пустил кровь Халку, из-за чего тот разозлился и выкинул асгардского волка в открытый космос. А во-вторых, у нас есть Халк. «Война бесконечности» стала последним фильмом для того Халка, которого мы знали. И на то есть причины, ведь именно здесь великан встретился с могущественным Титаном. Танос и Черный Орден напали на корабль асгардцев, чтобы забрать Тессеракт. Герои надеялись, что их зеленый друг справится с врагами, но его ждал неожиданный поворот. Танос оказался куда опытнее, быстрее и сильнее Халка. Не надо, пусть позабавится. Если сначала можно было предположить, что Халк имеет шансы на победу, потом Титан собрался силами и за несколько секунд одолел героя. Согласитесь, именно драку этих громил мы ждали больше всего в «Войне бесконечности», но и не думали, что она так быстро закончится. Данная битва и стала отправной точкой в переменах в образе Халка. После случившегося он превратился в Брюса Беннера и больше не мог трансформироваться обратно. Поэтому уже в следующем фильме о Мстителях появился Умный Халк, результат экспериментов Беннера, который совместил в себе лучшие черты обеих личностей. Но, увы, больше Халк не пересекался с Таносом, и их реванша мы не увидели. Халк! Халк! Ай, да чтоб ты, сволочь, зеленая скотина, обойдусь без тебя! Пока Брюс испытывал трудности со своим альтер-эго во время событий Войны Бесконечности, в Ваканде он получил возможность воспользоваться новой версией Халкбастера. В первое время ему было непривычно управлять броней, но постепенно он осваивался. Беннер отправился на помощь к Вижну, которого окружили Кул Обсидиан и Корвус Глейв. Но помочь не удалось, потому что он улетел вместе с Черным Карликом на другую территорию, а Корвус Глейв так и угрожал Вижну. Однако, благодаря этому мы увидели очередную драку громил, на этот раз Халкбастера и Кула Обсидиана. Брюс пытался вызвать Халка, но когда он понял, что попытки безуспешны, то решил одолеть врага, используя костюм. Забавно, что в бою Халкбастер потерял руку, как и броня Тони Старка в той битве в Эре Альтрона. Только сейчас нет никакой Вероники, которая может заменить поврежденные части. Но Беннер справился с угрозой благодаря той самой оторванной конечности, которую он вместе с Кулом Обсидианом запустил в небо. Воевать! Эй, найди врага своего размера! Колоссально задвинул. Давай, порви их, котик! А теперь перейдем к киновселенной Людей Икс. Некоторые персонажи из фильмов о Дэдпуле не впервые появляются в этой франшизе, однако они предстают в новых образах, отличающихся в лучшую сторону от своих предшественников. Это касается, к примеру, Колосса и Джиггернаута. Именно эти персонажи являются громилами, и именно они успели подраться в фильме «Дэдпул 2». Это случилось ближе к финалу картины, когда болтливый наемник, Домино и Кейбл приехали к детскому приюту для мутантов, чтобы остановить Рассела. Однако юноша обзавелся новым другом, Джиггернаутом, который легко разобрался с героями. Тогда на помощь пришел Колосс, начавший эпичную битву с врагом. Грязно! Это я умею!
В этой версии Джаггернаут действительно огромен, а значит и необычайно силен. Колосс же немного меньше и слабее, поэтому ему со злодеем пришлось тяжело. Ах ты, сраный ты коммуняка! Мы уже видели, как на первый взгляд непробиваемого Колосса легко избивают и побеждают, и случай с Джаггернаутом пошел по тому же сценарию. Хоть Колосс и держался достойно, он бы не смог взять верх без поддержки мутантов, Юкио и сверхзвуковой боеголовки. Но способ победы, конечно, забавляет. Вот так это делается в матушке России. Также внимание достойна и паучья киновселенная компании Sony, начавшаяся с фильма «Веном». Создатели с уважением подошли к первоисточнику и сделали главного героя массивным и устрашающим. Впрочем, как и его противника Райта. Причем антагонист выглядит даже страшнее, чем Веном, а оттого и круче. И разумеется, в конце картины они подрались, подарив нам очень эпичную сцену, которую приятно пересматривать. Как всегда и бывает в кинокомиксах, злодей оказался сильнее героя и держал преимущество на протяжении всей битвы. Дошло даже до того, что Райт поглотил Венома вместе с Эдди Броком и превратился в огромного симбиота. Но в этой ситуации помогла Энн Уэйнг, включившая динамики и поразившая звуком обоих пришельцев. Дрейк и Брок немного подрались в рукопашную, после чего Райт вернулся к носителю и проткнул Эдди острым лезвием. Тогда Веном вновь воссоединился с Броком, чтобы наконец обезвредить врага, который уже готовился лететь на космическом шаттле. Но герой успел повредить корабль и вызвать взрыв, уничтоживший и Дрейка, и Райта. Боюсь. Крутая шутка. Я серьезно. Он меня реально напугал. Второй фильм про Венома не заставил себя долго ждать, и уже здесь антагонистом стал не какой-то случайный симбиот, а Карнаж, персонаж которого все фанаты хотели увидеть с самого анонса даже первого сольника. Что ни говори, а Кровавый является более привычным выбором на роль противника Желчного, и в сиквеле все наконец-то встало на свои места. Как ни удивительно, Карнаж оказался намного сильнее Венома, а потому он частенько брал верх в финальной битве. События развернулись в соборе, где должна была состояться свадьба Клетуса Кэссиди и героини Виск, а Веном стал почетным гостем на данном мероприятии и вступил в бой с Потрошителем. Пока герой был полон силы и энергии, он пытался давать отпор врагу, но исход битвы складывался не в его пользу. И это не мудрено, ведь Карнаж способен превращать части своего тела в различные орудия и стрелять симбиотическими шипами. Поэтому Веном вновь нуждался в посторонней помощи. Сначала Карнажу немного навредили огнем, а затем обоих симбиотов задела звуковая волна от колокола. Они то воссоединялись со своими носителями, то вновь исчезали, а потом Кровавый покинул эту локацию, оставив Эдди Брока под обломками. Поднимайся! Эдди, боюсь нам не одолеть этих ублюдков. Карнаж заметно увеличился в размерах, и казалось, что теперь у Венома нет шансов на победу, но герой догадался использовать способности Виск, столкнув ее с большой высоты. Таким образом, оба персонажа в очередной раз лишились своих симбиотов, однако Эдди Брок успел слиться с Веномом раньше и поглотил Карнажа, а Клетусу откусил голову. Но вкус он тоже не особо. Мне жаль, Клетус. Да чё его жалеть?
На мой взгляд, это не самый достойный конец для такого суперзлодея, поэтому я верю в его возвращение. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какие драки Громил вы считаете лучшими. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Спасибо за просмотр, всем пока!